Всем привет! Вы на канале Вернита Вязание, и сегодня я вам расскажу, как связать вот такую игрушку добрую змею спицами. Для вязания игрушки нам понадобится основная зеленая пряжа. Я буду использовать пух норки плюс дополнительная нить. Для одежды я буду использовать два вида пряжи. Можно, в принципе, любую брать, но я возьму буклированную пряжу розовую и белая пряжа у меня Alize Baby Wool. Также нам понадобится бисер темного цвета для того, чтобы мы сделали глаза нашей змее, и белая пряжа для обводки глаз. Вязать мы будем спицами 2 миллиметра, можно любые спицы или как у меня взять. И также нам понадобится еще дополнительно проволока, чтобы вставить потом в игрушку. Проволоку можно использовать любую. Ну а теперь приступим с вами к вязанию нашей игрушки змейки. Вязать игрушку мы начнем с туловища зеленой нитью. В одну нить я буду вязать и плюс одна дополнительно. Вязать мы начнем с хвоста. Итак, вязать будем на 3 спицах, и на 3 спицы нужно набрать 12 петель, по 4 петли на каждую спицу. Набираем сначала на первую спицу 4 петли. У меня сразу 2 идет, 3, 4. Берем вторую спицу, подставляем и еще 4 набираем. 1, 2, 3 и 4. Далее берем третью спицу, также подставляем и набираем 4 петли. 1, 2, 3, 4. В конце завязываем с вами узелок. Теперь берем 4-ю спицу и вяжем по кругу лицевыми. Провязываем сначала 4 петли на первой спице лицевыми. Переходим ко второй. Также провязываем 4 петли лицевыми. Вначале будет непросто, но далее будет легче. Переходим на третью и также провязываем 4 петли лицевыми. Продолжаем так вязать ряды по кругу. Длину нужно связать 14 сантиметров. Я связала 14 сантиметров туловище нашей змеи. Вы, в принципе, можете любого размера связать. Далее мы приступим к вязанию головы. В этом ряду мы будем делать прибавки, провязывая сначала 2 лицевые, прибавка, 2 лицевые, прибавка. И так чередой вяжем до конца ряда. Так, первый вяжем 2 лицевые, 1, 2, и делаем прибавку в виде вот такого колечка. Накидываем, подтягиваем. Снова провязываем 2 лицевые и опять делаем прибавку. Переходим на вторую спицу. Провязываем снова 2 лицевые. 1, 2, прибавка. Опять 2 лицевые провязываем. 1, 2. И делаем прибавку. Переходим на третью спицу и также повторяем. Провязываем 2 лицевые. 1, 2, прибавка. Снова 2 лицевые. 1, 2 и прибавка.
Теперь на каждой спице у нас по 6 петель и общее количество всех петель 18. И далее нужно связать по кругу еще 6 рядов лицевыми. 6 рядов лицевых я связала. Далее будем в следующем ряду делать прибавки. Провязывая 3 лицевые, прибавка, 3 лицевые, прибавка. Итак, вяжем сначала 3 лицевые и делаем прибавку в виде колечка. Снова 3 лицевые и снова прибавка. Переходим на вторую спицу и также продолжаем вязать 3 лицевые, прибавка, 3 лицевые, прибавка. И так чередой вяжем до конца ряда. Итак, я довязала ряд с прибавками до конца. На спицах у меня сейчас 24 петли, по 8 петель на каждой спице. Далее продолжаем вязать по кругу лицевыми. Нужно связать еще 6 рядов. Я провязала еще 6 рядов лицевыми и распределила петли на 4 спицы. Сейчас на каждой спице по 6 петель у меня. Это я сделала для того, чтобы мы голову разделили пополам, так как дальше мы будем убавлять с двух сторон, вывязывая мордочку нашей змеи. Начнем делать убавку на первой спице, провязывая 2 вместе лицевой за задние стенки. Провязали и далее вяжем петли первой спицы лицевыми. Переходим на вторую спицу и провязываем лицевыми 1, 2, 3, 4 петли. Следующие 2 петли провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. Так мы сделали убавки с правой стороны и с левой стороны. Далее переходим к третьей спице и тут точно так же, как и на первой, провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова вяжем 4 петли лицевыми и переходим с вами на четвертую спицу. Тут так же, как и на второй, мы провязываем 4 петли лицевыми. 1, 2, 3, 4. И делаем убавку, провязывая 2 вместе лицевой за передние стенки. Продолжаем так убавлять в начале первой и в конце второй спицы, в начале третьей и в конце четвертой спицы, пока у нас на спицах не останется 4 петли. Итак, я закончила делать убавки с двух сторон. На спицах у меня осталось на одной спице 2 и на второй 2 петли. И сейчас я их тоже убавлю. Сначала провяжу на одной спице 2 вместе лицевой за задние стенки. И также сделаю на второй спице. Тоже 2 вместе лицевой за задние стенки. Так, теперь на спицах осталось по одной петле. Ниточку я эту отрезаю. И протягиваю через одну петлю сначала. Спицы вытаскиваю. И через вторую петлю также. Спицу убираем. И сейчас нужно завязать узелок. И далее при помощи крючка нужно убрать нить, оставшуюся вовнутрь. Вот такое у нас туловище у змеи получилось с головой. И далее через вот это отверстие нужно наполнить его наполнителем не плотно. Сначала в голову и распределить по туловищу. Я заполнила нашу игрушку наполнителем неплотно. И далее нужно взять проволоку и вот так с двух концов обмотать, чтобы не было острых концов. С одной стороны я обмотала и с другой. Проволоку можно взять любую. И теперь мы ее вставляем в наше туловище. Равномерно проталкиваем. И следим, чтобы наполнитель у нас не скомкался. И потихонечку проталкиваю я в голову.
Все, теперь при помощи проволоки мы можем задать нашей змейке любую форму. Например, изогнуть ее вот так вот. Я добавила еще немного наполнителя в хвост, и далее нам надо его закрыть. И при помощи крючка и оставшейся нити от наборного края я сейчас его обойду по кругу. Таким вот образом вставляю крючок и вытягиваю нить. И так нужно обойти по кругу до начала. Далее наше отверстие нужно будет затянуть и завязать узелок. Далее при помощи крючка мы уберем оставшуюся нить вовнутрь, и тут ее нужно будет отрезать. Теперь основная часть змеи у нас готова. Ее можно сгибать, как вам нравится. Далее мы приступим к пришиванию глаз. Для пришивания глаз я взяла нить зеленого цвета, ее вставила уже в иголку и закрепила. Далее берем с вами бисер, надеваем на иголку и пришиваю. Пришивать нужно следующим образом. То есть мы сначала зацепляем вот так вот часть головы и выводим сзади. Чуть-чуть подзатянули и снова выводим там, где у нас глазик. И обратно за глаз. Все, один глазик мы пришили с вами. И далее переходим ко второму. Также выводим иголку сзади и потом на переднюю часть. И далее также берем с вами бисер. И второй глазик также пришиваем. Так, второй глаз я пришила. Далее хочу белой нитью сделать их более выразительно. Я использовала пух норки, но вы можете взять любую другую нить. Итак, вставляем иголку над глазом. И потихонечку выводим, оставляя небольшой конец снизу. И далее делаем вот такой вот ободочек. То есть сейчас иголку мы вставляем под глаз. И над глазом выводим сверху. Все, вот такой вот получился белый ободочек глаза. Дальше переходим ко второму. Также над глазом выводим иголку. И также вниз, под глаз. А выводим сверху. Все, теперь наши глаза стали более выразительными. После я вывела нить вниз, и тут нужно будет ее отрезать. А теперь мы будем вязать с вами кофточку из белой и розовой пряжи. Розовую мы пока отложим. Начнем мы с белой пряжи. Итак, на 3 спицы нужно набрать 18 петель, по 6 петель на каждую. И на последнюю, на четвертую еще дополнительную петлю для замыкания в круг. Итак, берем первую спицу и набираем 6 петель. У меня сразу 2, 3, 4, 5, 6. Далее подставляем вторую, набираем 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Подставляем третью спицу и также набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и еще одну седьмую для замыкания в круг. Далее завязываем в конце узелок.
Теперь нам наше вязание нужно соединить в круг. Для этого правой спицы снимаем петлю с левой спицы и теперь левой спицей протягиваем одну петлю через другую. И эту петлю мы переносим на левую спицу. Так мы соединили наше вязание в круг. Далее будем вязать резинку по кругу 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. И так чередуем. Так, вяжем 1 лицевая, изнаночная, снова лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, продолжаем вязать по кругу до конца ряда. И нужно связать 13 рядов резинкой. Итак, я провязала 13 рядов резинки. Это у меня получился вот такой воротник. Я в дальнейшем хочу его подвернуть. Вот таким образом. То есть, в принципе, количество рядов вы можете сами под себя регулировать. И я хочу сейчас примерить на нашей змейке. Вот такой вот воротник будет у кофточки. Дальше я перейду на розовую пряжу и будем вязать уже основную часть кофты. Я присоединила розовую буклированную нить, белую уже отрезала, и буду вязать по кругу лицевыми. Итак, продолжаем вязать по кругу до конца ряда лицевыми, и в длину нужно связать 15 рядов. Я связала 15 рядов розовой пряжи. Вы, в принципе, можете вязать на любую длину, какую себе пожелаете. Далее я присоединила уже белую нить снова и продолжу вязать, как и вязала в начале, резинкой 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная, снова лицевая, далее изнаночная, лицевая, изнаночная. И продолжаем вязать так по кругу резинку 1 на 1. Я хочу связать 5 рядов резинки. 5 рядов я связала. Далее я буду по кругу закрывать петли следующим образом. Сначала первую лицевую провязываю, перекидываю на левую спицу и провязываю 2 вместе лицевой за задние стенки. Снова перекидываю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И таким образом мы закрываем наши петли у кофточки. И так продолжаем до конца ряда. В конце ниточку я отрезала, и теперь при помощи крючка мы соединим аккуратно наше вязание. Вставляю крючок, захватываю нить и протягиваю через последнюю петлю и вытягиваю. В этом месте я делаю узелок. И далее также при помощи крючка я хочу эту нить убрать вовнутрь. Вот таким образом мы ее сейчас спрячем. Все, оставшийся конечек нитки можно отрезать ножницами. Вот такая кофточка у нас получилась. Далее будем вязать с вами шапку. Вязать шапку мы будем из белой пряжи. Также на спицы, как и на ворот, нужно набрать 18 петель, по 6 петель на каждую и 1 петлю для замыкания в круг. И вязать по кругу также резинку 1 на 1. И связать резинкой нужно 11 рядов. Далее в 12 ряду мы будем делать убавки, провязывая 2 вместе лицевой и 2 вместе лицевой, так до конца ряда. То есть провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки и сразу же снова 2 вместе лицевой за задние стенки. То есть мы таким образом делаем убавки на нашей шапке. И так повторяем до конца ряда. Я довязала убавки до конца ряда, нить отрезала, и теперь все петли нужно переснять на данную нить. Провязываем как лицевую и нить вытаскиваем, петлю снимаем. Снова провязываем как лицевую, нить вытаскиваем, петлю снимаем. И так проделаем с петлями на второй и на третьей спице. Итак, все петли я пересняла. Далее мы затягиваем их и делаем узел.
А теперь при помощи крючка мы уберем эту нить вовнутрь. Повернем сейчас на изнаночную сторону, и тут ее нужно будет закрепить. И при помощи ножниц потом отрезать. И нить от наборного края я тоже хочу спрятать, чтобы ее не было видно. Тоже при помощи крючка. Но так как у меня тут будет подворот в шапке, то нам нужно ее спрятать вот с этой стороны. Также при помощи крючка я ее прячу в петли. Оставшийся кончик отрежем. А вот такая маленькая шапочка у нас получилась. И сюда сверху я хочу сделать помпон из розовой пряжи. Помпончик я буду делать небольшой, поэтому я буду наматывать нить сейчас на указательный палец. Вот так вот. В принципе, достаточно. Обмотаю сейчас вокруг и все. Нить сейчас отрежу. И посильнее нужно будет затянуть. И при помощи узла я зафиксирую сейчас. Далее ножницами можно уже формировать с вами помпон. То есть я отрезаю части нашего помпона и хочу ножницами по кругу пройтись, обрезать лишние, чтобы наш помпончик был кругленький. Итак, наш помпончик теперь полностью готов. Примеряем его к шапке. И далее его нужно будет пришить. Помпончик я уже пришила к шапке. И теперь нам нужно саму шапку пришить к нашей игрушке. Я уже зафиксировала ее. И начинаю пришивать. Такими стежками. Чтобы в дальнейшем у нас она крепко держалась. Теперь наша игрушка-змея полностью готова. Сзади я присоединила вот такую нить, чтобы можно было ее подвесить на елку или использовать в качестве брелка. Вот такая вот милая она у нас получилась. Добрая, в теплой одежде, как полагается зимой. Я надеюсь, вам понравился данный мастер-класс змеи, и вы с удовольствием себе навяжете таких игрушек. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!